Я взяла где-то 1,5 метра, можно 2. Все равно придется добавлять, скорее всего. Вот, значит, кладем вот так вот наши две половинки симметрично друг к другу. И в нижнюю половинку вставляем бусину вот в самую крайнюю верхнюю бусину ушка. Вот так вот продеваем кончики. 4 звена сейчас будем вверх формировать. На правую сторону одну бусину, на левую сторону одну бусину. Третья становится соединительной. Второе звено. На правую сторону добавляем одну бусину, на левую сторону добавляем одну бусину. Также берем наше одно соединительное колечко, я все-таки выбрала пока такие, и надеваем его на левую леску также. Далее берем третью бусину и замыкаем звено, делаем ее соединительной. Затягиваем. Вот у нас получается, что кольцо выходит справа из второго звена. Таким образом. Далее плетем еще одно звено. Одну бусину направо, вторую налево. Третья соединительная. И получается следующее звено, оно у нас уже стыкуется с нашей второй половинкой. На правую сторону одну бусину, на левую сторону одну бусину. Опускаем. И проходим леской вот в эту же бусину, ну как бы на другой стороне, вот так вот. Навстречу друг другу кончиками лески проходим. Раз, два. Затягиваем. Вот такая картина должна получиться. Получается, что у нас колечко немножко сдвинуто, ну, в одну сторону, потому что здесь 4 звена, толщина будет стенок, и ровно посередине не получится. Было бы 5, тогда да, но у нас 4, поэтому колечко немножко сдвинуто здесь. Так, получается, вот мы на этом остановились. Разворачиваем плетение вот так. И проходим лесками, ну, делаем так, чтобы они выходили вот из этой бусины. Правой прохожу по кругу. Я надеюсь, вам все понятно, но это действительно сложная сумочка. И получается, левой, которая у нас в левой руке, мы просто ныряем в эту бусину. Вот так это все выглядит. На правую сторону мы добавили 2 бусины. И получается, вот эта вторая бусина, которую мы добавили, она у нас становится соединительной. То есть мы в ней формируем петельку, затягиваем. Оно у нас сейчас должно плетение сложиться. То есть вот такой вот уголок мы в данный момент сформировали. Вот он. То есть вот мы сформировали уголок, и мы сейчас плетем вот так вот стенки. Для этого мы правой проходим в бусину верхнюю, направо, левой проходили, направо добавляем 2 жемчужные. Во второй жемчужной формируем петельку. Так, вот тут вот внимательно, колечко у нас должно как бы через 2 ряда проходить.
мы, получается, левой леской проходим в бусину нашего предыдущего ряда и через кольцо ее проводим. Кольцо у нас должно вот так стоять. И на правую сторону мы сейчас будем добавлять 2 бусины. Раз, 2. Колечко мы наклоняем, теперь переводим сюда. Во второй бусине формируем петельку и затягиваем вокруг этого колечка. Вот. То есть это вот так выглядит. Кольцо выходит оттуда и отсюда. То есть оно захватывает этот угловой ряд полностью. Левой леской проходим в бусину, которая у нас осталась. Переворачиваем плетение. Проходим вот в эту бусину через одну. И вот у нас получается 3 в основании есть. Нам до полного звена не хватает одной бусины. Мы ее добавляем сразу же через петельку. И затягиваем. Вот. То есть вот мы сплели верхнюю стенку и сразу же начали формировать боковую. Леской, которая у нас в левой руке, мы проходим вот в эту нижнюю бусину ушка, разворачиваем и вот этот ряд доплетаем. На левую сторону добавляем 1, 2, 2 бусины, во второй делаем петельку. Так. Правой цепляемся за наш предыдущий ряд. На правую сторону добавляем 1, 2, 2 бусины. И во второй делаем петельку. Цепляемся. Да, наверное, вот это был самый такой сложный момент в плетении. Перейти на эту стенку. Добавляем 2, вторая соединительная. Здесь мы правой проходим в бусину предыдущего ряда, разворачиваем плетение и в боковую сразу же правой проходим. Тоже у нас 3 бусины в основании есть. До полноценного звена не хватает одной соединительной бусины. Затянули. Ну вот смотрите, как это выглядит. То есть вот у нас сумочка, вот ее стенка идет. Как бы переворачиваем немножко вот эту сторону. Правой леской проходим в бусину, которая стоит горизонтально. На правую сторону добавляем 2 бусины. 1, 2, вторая становится соединительной. Немножко развернемся и затягиваем. И вот мы формируем, получается, дно этого порожка. Если вы все правильно сделали, то вот у вас получается дно вот этого выступа ушного. Вы сейчас вот этот ряд доплетаете. Мне будет его очень, наверное, неудобно плести на камеру. Ну, вам ничего не понятно. Получается, мы левой леской будем цепляться за вот этот предыдущий ряд. И на правую сторону также добавлять 2 бусины. 1, 2. И затягиваем.
Попробуем здесь самостоятельно сплести. Так, ну вот доплетаю с вами вот этот ряд донышка уха, скажем так. Получается, прошли вот опять-таки вот в эту и вот в эту бусину. И последнюю добавляем общую для этого звена соединительную. Вот, то есть мы сплели вот это вот донышко ушка. И сейчас, получается, мы будем плести вот эту вот стенку, вот эту. Чтобы начать ее плести, нам надо пройти левой леской в бусину, которая у нас вертикально этой стоит, перпендикулярно, точнее, этой, вертикальную бусину. Вот так. И получается, мы добавляем на левую сторону 2 жемчужные бусины. 1, 2. Во второй делаем петельку и затягиваем. Все, видите? То есть у нас уже плетение развернулось. И сейчас мы будем вот так плести. Тут, в принципе, уже будет не так сложно. Вот тут вот главное все пересматривайте, если есть какие-то вопросы. Цепляемся. Раз, 2. Делаем петельку. И последнее звено в этом дурацком ряду. Правой леской проходим через бусину нашего горизонтального, ну, того нижнего ряда. Потом цепляемся за бусину основы боковую. Разворачиваемся. И у нас получается 3 бусины в основании есть, одной не хватает до полноценного звена. Мы добавляем эту одну бусину и затягиваем. Вот так вот это выглядит, как такая некая ступенька у нас получилась. Вот видите. Проходим в следующую бусину, получается, основание следующего ряда, вот в эту правой леской. И на правую леску добавляем 1, 2, 2 бусины, во второй формируем петельку и затягиваем. Далее, получается, левой леской цепляемся за наш предыдущий ряд и на правую сторону добавляем 1, 2, 2 бусины, во второй делаем петельку. Кстати, если вы чувствуете, что у вас леска заканчивается, то вот это место, то есть вот эти боковые ровные стенки, которые у нас тут их 4 ряда, вот это место, это самое удобное место, где ее можно заменить. Следующее такое место будет уже на днище, вот здесь. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас леска вот под конец этих 4 рядов заканчивается, лучше всего здесь ее заменить. Потому что здесь будет диагональка, здесь будет уже не до этого. Попробуем дальше плести самостоятельно. Здесь, в принципе, все понятно. Сейчас будет звено, мы цепляемся. Следующее звено мы проходим через вот эти сразу 2 бусины и добавляем одну центральную. Получается, левой леской проходим в бусину предыдущего ряда. И в боковую сразу же добавляем одну бусину.
И мы начинаем формировать вот эти вот диагонали. Предлагаю начать вот с этой бусины. Смотрите, мы сейчас я вставила леску, вот которая у меня закончилась, вот в эти две бусины. То есть в бусину одной из основ, из мордочки, и сразу же провела кончик вот в эту следующую бусину. И получается, если мы это все согнем дело, то следующий ряд мы будем плести параллельно полу, вот так вот. Проверяйте, что у вас также леска вставлена или выходит также из этих бусин. На правую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. 1, 2. Во второй делаем петельку. Вот так это получается. То есть мы опять сделали уголок. И получается, здесь мы левой леской цепляемся за бусину предыдущего ряда. И направо добавляем по 2 бусины. Вторая у нас соединительная. Затянули. Продолжаем. Кто со мной делал брелок лапка, кто со мной делал брелок клоун, те примерно понимают, кстати, в бокале, брелок бокал, кто со мной плел эти брелки, те примерно понимают, как у нас сплетаются диагонали. То есть диагонали, они сплетаются лесенкой. Там будут чередоваться ряд перпендикулярно полу, и следующий ряд будет параллельно полу. Так, смотрите, мы, получается, сплели с вами 3 звена. Вот они у нас. 1, 2, 3. И 4-е звено плетется таким образом, что левая леска у нас проходит в бусину предыдущего ряда, и сразу же она же проходит в бусину второй мордочки, в боковую. Вот так вот. И здесь мы сейчас добавляем 1 бусину. Вот на это место. Вот, мы завершили этот ряд. Вот он у нас получается вот так вот уходит параллельно полу идет. Следующий ряд у нас будет теперь опять лесенка. То есть здесь у нас лесенка всегда на диагоналях. Сплету с вами вот следующий ряд, а дальше 2 ряда самостоятельно, потому что у меня уже, честно говоря, на камеру, конечно, это плести в 3 раза сложнее. Так, мы прошли леской, получается, левой в бусину следующего ряда, вот в эту основу, вот она у нас. И на левую сторону добавляем 2 бусины. 1, 2, вторая соединительная. Вот, получается, видите, следующий ряд, он будет идти вот так. Цепляемся за наш тот ряд предыдущий. Ну, принцип понятен, главное тут вот в геометрии рядов не запутаться. 1, 2, во второй петелька, затягиваем нашу с вами петельку.
Все, пробуем самостоятельно доплетать диагональку. Надеюсь, вы поняли принцип. Вот так вот это выглядит у нас. Все. Надеюсь, у вас получилось, как и у меня. Так, ну вот, в общем, у меня вот так закончилось. Правой леской у меня получается, прохожу в первую бусину нашего днища и добавляю направо. Ой, добавляю направо 2 жемчужины. Раз, два. В принципе, я думаю, что я сейчас с вами вот начну плести дно. И дальше вторую диагональку я уже не буду снимать. Самостоятельно попробуйте сплести. Если у вас получилось сплести первую, вторая у вас тоже получится. То есть это сложно выглядит на видео, но на самом деле в жизни, если вы поняли, как это все работает, это достаточно просто. Левой цепляемся за предыдущий ряд. И тогда уже встретимся с вами в том месте, где крепим колечко. Потому что уже в районе ушка встретимся в конце. Закрепим там колечко вместе, и тогда сделаем ручку. И на этом будем заканчивать. Я думаю, что это видео получится очень длинным. Конечно, я постараюсь максимально вырезать, но это видео должно быть подробным, потому что сумочка действительно не из простых. Да, и напоминаю вам по поводу лески. Если у вас леска под конец вот этого нижнего плато заканчивается короткая, меняйте лучше на ней, потому что на лесенке, сами видите, там вообще неудобно что-либо делать. Вот. Ну и тут уже все просто. Здесь просто плетем 4 ряда, так же, как мы плели боковые ряды. Здесь все ровненько, без лесенки. И вот тут вот опять начнется лесенка уже вверх. Ну, там такой же принцип. То есть ряд вертикально, ряд горизонтально. Так, 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 так. Вот. Формируем вот эти 2 последние ряда, в котором у нас колечко фиксируется. Ну, давайте начнем. У меня леска закончилась, поэтому я... Так. Раз, два. Я, конечно, подозревала, что это будет тяжело. Так, смотрите, тут нам надо вставить колечко. То есть это у нас это звено. Мы будем вставлять вот в это, чтобы они были так немножко по диагонали. Плетем еще одно звено. Помним, да, что у нас, если колечко как у меня, то оно проходит через эти 2 ряда. Просто там мы начинали с верхнего ряда, а тут мы начинаем с бокового ряда. И вот сейчас в 3-м звене я буду вставлять колечко. Для этого на правую сторону я надеваю 1 бусину, потом надеваю наше колечко и 3-й бусиной, и 2-й бусиной завершаю звено. Вот так вот это у нас выглядит. Завершаю ряд. Начинаем завершающий ряд формировать.
проходим в бусину верхушки. И получается, направо я добавляю 2 бусины. Затягиваю так. И вот теперь вот это вот звено с колечком. То есть я прохожу левой леской через следующую бусину предыдущего ряда. И колечко перекидываю сразу же через колечко. И направо добавляю 2 бусины. 1, 2. 2 соединительная. Прям по центру их, ну, не получается закрепить, потому что у нас 4 звена, как я уже ранее говорила, в стенке. Ну, кстати, там у всех 4 звена в стенке. Ну, у большинства сумочек. Кто-то делает меньше. Это проще, конечно, наверное. Вот. Ну, я сделала классический вариант. А делать меньше тоже нет смысла, потому что, ну, вы видите, какая сумочка маленькая. И за счет вот этих вот широких стенок мы хотя бы ей какой-то объем придаем. Если бы она была шириной в 2 ряда еще, ну, глубиной, шириной, да, то, ну, как бы, что бы туда можно было положить? Вот сюда даже телефон не поместится. Так, последнее звено мы проходим по кругу. И добавляем 1 бусину. Так что да. Ну, конечно, такая сумочка, мне кажется, все-таки детская. Вот так. Я решила, что ручка будет примерно метр. 100 сантиметров, короче. Значит, отмеряем 2 метра. Если вы хотите ручку 120, берите 240. Складываем, значит, нашу леску пополам, берем 1 карабинчик, продеваем в него 1 кончик, вытягиваем таким образом. И на оба кончика мы их соединяем и начинаем нанизывать бусины. Нанизываем столько бусин, сколько хотим сантиметров наш ремешок. 100 сантиметров 100 бусин, потому что бусины у нас по 1 сантиметру. Я набрала 100 бусин. Теперь берем 2 карабинчик, продеваем его через 1 леску. И я завязываю узелок. Главное сильно не перетягивать, потому что тогда бусины будут некрасиво топорщиться. Эта леска хорошо тянется. Так, когда мы завязали узелок, как я уже это показывала в видео с этим самым, с кап-холдером, вот эти кончики от узелка мы потом просто прячем по по бусинам вниз, ну, насколько хотим, или насколько нам хватает длины этих кончиков. То есть вот так вот чуть-чуть по бусинам их спрячьте. И где-нибудь тут обрежьте аккуратненько. Вот я, кстати, затянула буквально в первую бусину оба кончика, и уже у меня узелок, видите, его не видно, он нырнул в бусину. Но это ли не прекрасно? И у нас получается с обоих сторон просто петельки, и узелка не видно. И это выглядит очень аккуратно. Но я еще продолжу их прятать чуть-чуть. Сумочка готова. Ремешок я тоже доделала. У меня здесь 100 бусин.
И всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!